Всем привет! Транспортной компанией из Хабаровска нам привезли вот такой лодочный мотор. Это Джонсон с длинной ногой. Нужно укоротить ногу. Напишите, какой год выпуска у этого моторчика. Отсутствует одна резьба на струбцине. Здесь отсутствует шайба упорная. Оторвали ручку. Здесь явно должна быть какая-то ручка для переноски, наверное. В редукторе эмульсия. Здесь дополнительно плавники вот такие. Здесь почему-то обломали болт. Непонятно, что хотели сделать, зачем туда полезли. И из-за этого обломанного болта такой большой люфт ноги. Мы будем убирать вот эту вставку и укорачивать ногу. Привет. А еще есть проблема перегрева на холостых оборотах. Компрессия 7 кг, хорошая для Джонсона. Редуктор снят. Крыльчатку нужно заменить. Стакан в хорошем состоянии. И порвана прокладка помпы. Мы сняли вставку, которая удлиняет ногу. И теперь нужно снять двигатель для того, чтобы укоротить тягу переключения передач, укоротить трубку, которая подает охлаждающую воду в каналы системы охлаждения, и укоротить трубку, которая не позволяет выхлопным газам попасть в водяную помпу. Будем снимать двигатель, будем высверливать все заломы, которые здесь были сделаны до нас. И высверливать залом на подушке. В общем, все приводить в порядок. Сначала хотели снять двигатель вместе с поддоном, а здесь, оказывается, под двигателем болты, еще крепление поддона отдельное.
Для восстановления подушек было решено просто просверлить здесь отверстие, нарезать резьбу и вкрутить болт. Болт будет удерживать подушку, чтобы не менять ее, не искать, не заказывать, не удержать ремонт. То же самое с нижней подушкой. Чтобы ничего не искать, не разбирать дальше, не ломать болты. Просто просверлим здесь, вкрутим болт, и все будет работать. Привет. Так. Укоротили вертикальный вал на длину этой вставки 127 миллиметров. Здесь нарезаны новые шлицы. Также мы укоротили тягу переключения передач. Будем устанавливать новую крыльчатку. Нужно будет сюда изготовить прокладку. Сальники на грибной вал мы не нашли оригинальные, поэтому подобрали сальники от Ямахи. Но для этого нам пришлось сюда выточить втулочку и запрессовать, чтобы уменьшить наружный диаметр. Подобрали сальники по размеру на грибной вал и подобрали сальники на вертикальный вал. Сальники мы меняем. Подшипники в хорошем состоянии, шестерни тоже в хорошем состоянии. Стружка осталась в самом низу. Надо будет вымыть. Крышку на герметик посадим. Нет у нас запчастей на эти Джонсоны. Уплотнение изношенное, менять не будем. Режем прокладку на водяную помпу. Удаляем старый герметик. А вот прокладки под двигатель мы нашли. У нас вот такой ремкомплект. Продолжаем сборку редуктора. Тайваньская крыльчатка Johnson Evinrude не заходит на вертикальный вал. Придется немного расточить внутреннюю втулку, внутренний диаметр. Скорее всего, это крыльчатка для другого Джонсона. Но мы расточили, и она теперь будет работать здесь. I got a big old Johnson. I got a great big Johnson. I got a long shaft Johnson. I got a big old Johnson. I got a big old Johnson. Don't need no effing room. Squeezing on my Johnson. Squeezing on my Johnson. She was squeezing on my Johnson. Yeah, squeezing on my Johnson. She was squeezing on my Johnson. Don't need no effing room. Choking on my Johnson. Choking on my Johnson. She was choking on my Johnson. Oh, choking on my Johnson. She was choking on my Johnson, don't need no effing room. I got a big old Johnson. I got a great big Johnson. I got a long shaft Johnson. Got a big old Johnson. She was squeezing on my, choking on my, pulling on and trimming on my. Собрали мотор и запустили его. Но выяснили, что не работает топливный насос. Сняли его. Разобрали топливный насос. Мембрана уже жесткая. И в мембране есть маленькая дырочка, через которую топливо поступало в мотор.
Новую мембрану мы вырежем из мембраны с Yamaha 30. В этом насосе есть встроенный топливный фильтр. Насос мы собрали, установили, запускаем. Вода пошла сразу. Вода пошла из отверстия слива. Термостата у мотора нет. Давление в системе охлаждения сразу улучшилось с заменой крыльчатки. И вот так мотор работает. А это регулировка холостых оборотов. Мы установили сюда ямаховский топливный коннектор вместо американского. И теперь нам остается только сделать струбцины. Это наш Джонсон, а рядом с ним Yamaha 30. Вот для сравнения, насколько похожи поворотные механизмы у Yamaha и у Джонсона. Те же самые подушки. Все сделано на Yamaha по такому же принципу. Здесь скоба, пружина. И здесь то же самое. Японцы при создании своих моторов подсматривали на американцев. Помимо всех вышеупомянутых проблем, есть еще одна проблема. Мотор не поднимается вверх-вниз. Закисли втулки, мы вот их разбираем. Заварили здесь резьбу, было принято решение заварить, просверлить отверстие и нарезать новую резьбу. А это болт, который здесь просто сломался. Вот этот болт, он там сломался, а его нужно менять. Закисло все. Вот этот болт, он заржавел и развалился. Заново насыпь туда этого шелухи обратно, как будто мы только что начали. Втулка вот такая. Придется изготавливать. Вторая пока неизвестна. Очень закисло. Угу. Такое вот состояние. Но ничего. После отмачивания заодно расходили поворотный вертикальный механизм. Вылезла старая смазка. Мы смажем его своей смазкой. Только не спрашивайте, какого она цвета и как называется. О, полезла смазка старая. А ее-то много. Изготовили втулку, установили шайбу, сделали резьбу и ручку. Еще осталось вторую шайбу поставить. На этом Джонсоне очень интересный и хитрый механизм фиксации упора.
Его можно вот так переставлять под разным углом. И он не потеряется у вас и не упадет в воду, как на японских моторах. Еще раз. Моторчик готов. Как обычно, привезли укоротить ногу, но кроме этого пришлось еще менять всякую мелочевку, перебирать редуктор, разбираться с подъемным механизмом, перебирать карбюратор, топливный насос. Если кто-то из зрителей знает, подскажите, где брать запчасти на такие старые Джонсоны. Для нас это будет полезно, да, и всем тем, кто владеет этими моторами. А на этом наше кино подходит к концу. Всем удачи на воде и всем пока.